Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем выпуске не будет ничего, что в народе принято называть мистическим. И все же, то, что я вам расскажу, тоже очень важно для получения комплексных, системных знаний и обретения уверенности в жизни после смерти и существовании потустороннего мира. Поэтому усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Когда после утраты моего самого родного и близкого человека случились невероятные паранормальные события, о которых я рассказываю на этом канале, произошел мой духовный разворот, я убедился в продолжении жизни после смерти и получил тому исчерпывающие доказательства, моя жизнь изменилась к лучшему целиком и полностью, я написал книгу «Жизнь после жизни есть, я знаю» и начал выкладывать видео. Я посмотрел на результаты моего творчества незамутненным взглядом, и у меня возникло впечатление некой собственной святости и существования вокруг меня светящегося ореола всезнания. То есть того, чего я изначально как раз хотел избежать, начав это дело. Полагаю, произошло это потому, что я включил в это творчество концентрированные знания и самые важные открытия, позволяющие быстро и эффективно получить убежденность в существовании жизни за смертью биологического тела, критической важности для всех живущих истинных ценностей любви, добра и прощения и исцеления от горя и скорби по ушедшим любимым. Расплатой за эффективность стало смещение баланса восприятия моей собственной личности и персоны. В идеале же мне бы хотелось, чтобы моей личности в этом деле вообще было как можно меньше, поскольку в нем задействованы могущественные духовные силы, выходящие за пределы нашего понимания, которым я бесконечно признателен и благодарен, и отдаю себе полный и абсолютно спокойный отчет в том, что по большей части я лишь инструмент трансляции, который эти силы используют, чтобы передать людям важные знания, дающие утешение и надежду, ведущие к добру и свету. Нет, при этом я и не обесцениваю себя и свой вклад. Просто, как и всегда, подхожу к этому с точки зрения трезвого рассудка, баланса и ясного восприятия. Конечно, часть моих заслуг в том, что мы сделали и продолжаем делать, тоже есть. И я безмерно рад и горд, что сумел принять участие в такой невероятной командной работе и таком важном деле. И тем не менее, мне очень хочется, чтобы зритель понял, что как обитатель плотного мира в данный момент я самый обычный, более чем среднестатистический живой человек со своими демонами, сомнениями, проблемами самооценки и косяками, открытие и духовный разворот которого, исцеление от страхов, трансформации к лучшей и счастливой жизни на самом деле доступны каждому. Чтобы все осознали, что это не какое-то тайное знание, доступное лишь избранным, но то, что лежит на поверхности, на самом виду, и что легко может взять и использовать для блага себя и окружающих каждый. Мне совершенно не чуждо совершение ошибок даже тогда, когда я уже точно знаю, что нужно делать и как нужно поступать. Чтобы избавить вас от ложных впечатлений моей святости, я хочу поделиться с вами рассказом об одном случае, произошедшем со мной тогда, когда новые знания об истинной картине мироздания и нашей вечной жизни уже формировались во мне стройным рядом. С тех пор, как начался мой духовный разворот, и я осознал важность и ценность любви и добра, я старался вести себя с людьми так, как хотел бы, чтобы они вели себя со мной. По-доброму и с любовью, несмотря ни на что. Я осознавал важность и необходимость этого. И все же, по большей части, на тот момент все это было только в теории. И вот в один из дней мне была предложена практика. Я столкнулся с интернет-маркетом, который в очередной раз прислал мне бракованный, неработающий товар и не захотел оформлять возврат по надуманным формальным причинам. Несколько попыток сделать этот возврат ни к чему не привели. Хитрая ошибка в приложении, возникшая явно не просто так, не давала возможности вернуть товар
А сотрудники поддержки разводили руками в духе того анекдота: «Ну извини, не шмогла я, не шмогла». Отчаявшись сделать возврат через приложение, я, весь в расстроенных чувствах, прыгнул в машину, доехал до пункта выдачи заказов и попросил сотрудника того маркета принять товар вживую. Но сотрудник оказался не в силах это сделать, так как с его слов все должно быть оформлено строго и только через приложение, и больше он ничем помочь не может. Отойдите от стойки, не задерживайте очередь наших клиентов, до свидания. Вот тут мне стало жутко обидно, что меня, как несмышленого мальчика, уже который раз кидают через известное место и просто безнаказанно воруют мои деньги, а я при этом даже не могу ничего противопоставить. Я вскипел, повел себя как откровенный сумасброд, наговорил человеку ужасных гадостей, пообещал всяческих кар и последствий и ушел домой. Но дома мне стало невероятно паскудненько от того, что я не прошел достойно эту мелкую трудность, для чего-то мне нужную, не остался в зоне баланса и невозмутимости, что обидел и оскорбил, в общем-то, может, и равнодушного, но по сути ни в чем не виноватого человека. Тогда я поднялся, съездил еще раз в пункт выдачи и прилюдно извинился перед сотрудником, пожелав ему всего самого лучшего. Мне было абсолютно наплевать, что кто-то слушает и смотрит, что вся очередь, стоявшая за заказами, начала шушукаться и хихикать. Мне было все равно, кто что подумает. Важно было только одно: как можно скорее остановить цепную реакцию зла, которую я сам же и запустил, не дать ей пойти дальше. Когда я закончил свою речь, и сотрудник расплылся в счастливой улыбке, хотя до этого мы с ним не слабо поцапались, прям чуть до драки дело не дошло, и я ощутил волну позитива и радости в душе. Вот теперь я не в теории, а на реальном опыте понял, что мы сами творцы своей судьбы и своей жизни, и осознал, как важно учиться распространять вокруг себя добро и любовь вместо ненависти и останавливать цепные реакции зла, которые, будучи запущенными, неизбежно будут захватывать других людей. Потому что в первую очередь нам же самим от этого и становится хорошо. Тут же стала очевидна и причина, на первый взгляд негативная, по которой мне прислали бракованный товар, но на самом деле, как и все прочие, оказавшиеся более чем позитивной и нужной. Это было нужно для того, чтобы я стал лучше и добрее, чтобы научился контролировать себя и эманирующую из меня энергию, ее качество и окраску. И это сработало. Но не осозная своей ошибки и не потуши пожар агрессии, этот, пусть и крохотный, но рост оказался бы мне недоступен. Кто-то скажет, что этот пример небольшой и незначительный. Что ж, возможно. Но в сущности все вот так обстоит и в целом, в любых других областях, сферах и на большем масштабе. Любые, абсолютно любые ситуации случаются в нашей жизни для того, чтобы мы учились и становились лучше. И только нам решать, воспользуемся мы этими возможностями или нет. А на данном небольшом и простом примере это очень удобно высветить. Поэтому я и делаю это сейчас для вас. Бывают у меня и другие происшествия. Например, некоторое время назад в парадной нашего дома я прошел мимо девушки-инвалида в коляске и, будучи глубоко погруженным в размышления, слишком поздно сообразил, что надо было помочь ей открыть дверь, прежде чем отправиться дальше по своим делам. Стыдоба, да и только. Наряду с тем, что где-то я все делаю правильно, невольно я и вот так косячу, регулярно, даже осознавая важность ежедневно совершать добрые поступки, помогать друг другу и не проявлять равнодушия. Ни разу не оправдываю себя за эти косяки. Косяки и ошибки в любом случае остаются косяками и ошибками. Это важно понимать и принимать, вместо того, чтобы каждый раз оправдывать их чем-либо, а затем, в силу такого некорректного отношения к ним, повторять. Но вот что еще здесь важно.
Мы живем, чтобы учиться, а учимся, чтобы делать мир лучше, добрее и счастливее. Никакая учеба, никакое развитие не может обойтись без сбоев, ошибок и косяков, вольных или невольных. Настоящий опыт, умения и рост над собой прежним обретаются в том числе через ошибки. Еще одним важным ключом к обретению истины является необходимость принятия себя таким, какой ты есть, обычным человеком со всеми своими проблемами. Не прекращая идти к любви и свету, нужно осознать, что мы – живые люди, способные на великие свершения, поступки, на великое неравнодушие и великую любовь, но также и склонные совершать ошибки, заблуждаться и периодически делать глупости. Такими нас создал Господь, живыми, пластичными и обладающими полной свободой воли. Очень важно научиться прощать за эти ошибки не только других, но и себя. Критически важно и научиться отпускать чувство вины за совершенные ошибки, поскольку чувство вины – это прямой путь к ухудшению внутреннего, духовного мира, а значит, как вы уже знаете, и окружающей реальности. Простив себя, мы начинаем видеть этот мир гораздо более светлым и позитивным. Мы обретаем силы и возможности простить других, вместо волн зла запуская таким образом цепные реакции добра и любви, прокатывающиеся затем по всей планете. Это одна из основ нашей Вселенной, созданной Великим Отцом, бесконечно любящим и прощающим каждого из нас, и в своей безусловной доброте страстно желающим, чтобы и мы поступали так же. Друзья, прощайте и других, и себя. Делайте это почаще и побольше. Превратите это в свое кредо, прощать всегда и везде, несмотря ни на что, насколько плохой бы ни была ситуация. Как бы ни было это тяжело, как бы ни сопротивлялось ваше земное биологическое эго, все равно прощайте. Признавайте за собой ошибку, делайте из этого выводы, чтобы не повторять ее в будущем, и прощайте ее себе, и точно так же поступайте с другими. Прощение – один из самых важных ключей к обретению счастья и успешному прохождению экзамена под названием «Земная жизнь» с последующим переездом в самые лучшие и прекрасные духовные сферы потустороннего мира и счастливой встречей с нашими ушедшими туда родными и любимыми. И на этом на сегодня все. До новой встречи послезавтра. Берегите себя в эти непростые времена, будьте счастливы, несмотря ни на что, и никогда не забывайте. В конце концов, все обязательно будет хорошо. А если все нехорошо, значит это еще не конец.